Эстер. Завтра приезжает большая группа из Индии. Скажите, пожалуйста, что можно показать в Цфате для человека любой национальности и любого вероисповедания? Я слышала, что здесь есть синагога сынов Ноя. Да, Ной или в еврейской традиции Ноах — это праведник всех народов, всех времен, общеизвестная личность. И вот в частности группы, которые уже обладают высоким уровнем духовности, с большим, огромным интересом отыскивают вместе со мной и впервые видят, и я вместе с ними вижу это как впервые, Ной и его семейство высадилось из ковчега. Эти события относятся ко второму тысячелетию от сотворения мира, то есть нас отделяет от этих событий 4000 лет. Так вот, когда Ной высадился, то это связывает предание с горой Арарат, горой Арарат. Но впоследствии он перебрался в Цфат. И не случайно здесь есть пещера. Согласно преданию, она также соединена с центром всей земли, с Иерусалимом. Там есть подземная пещера, в которой 5 рукавов, они еще до конца не исследованы. Сама пещера, она очень-очень старая, она находится на грани, что называется, разрушения. И поэтому эти пещеры, которые составляют ее 5 рукавов, сейчас завалены. Их специально завалили, чтобы там ничего не обвалилось. Пещера находится под шоссе, в самой черте города. Цфат является городом, который по своей древности восходит ко временам пророков, ко временам царствия, то есть самым, что ни на есть, библейским временам. Затем уже впоследствии мы находим упоминания об этом городе, о цитадели знаменитой в рукописях Иосифа Флавия, в его хрониках «Иудейские войны». Но синагога сынов Ноя, а именно семитская ветка. Почему семитская? От слова «шем». «Шем» — это «сим». Те народы, которые пошли от этого сына Ноя, называются семитские народы. А его сын был Эвер. И эта синагога, и эта пещера называется синагога сынов Ноя, при этом имеется в виду именно Шем и Эвер, то есть Сим и Эвер. И от них произошли те народы и то понятие о культуре, которое мы называем семитское. Что касается самой пещеры, то она необыкновенно интересна для посещения, почти всегда всего лишь раз в день. И мы с вами, конечно, постараемся попасть туда и тоже сделать там съемки. Теперь, что касается группы из Индии, очень важно, чтобы люди другой веры, другой национальности поняли, насколько велико наше уважение к ним, насколько мы ценим их интерес к еврейской культуре и насколько мы хотим донести до них, что эта культура фактически общечеловеческая, потому что те 7 заповедей, которые принял Ной, если помните, Всевышний показал ему радугу, вот эти 7 цветов соответствуют 7 заповедям. И 7 заповедей являются важнейшей основой для всех людей на земном шаре. Поэтому, когда я привожу людей в синагогу, которая называется Шем Ваэвер, там мы изучаем, глубоко рассказываем, раскрываем смысл вот этих вот 7 заповедей. Если люди будут соблюдать их, то никакая катастрофа, экологическая или любого другого ряда катастрофа